Длинное расставание. Да. Опа. Вон, народ уже начал посыпаться, пора валить. Сейчас повыезжают всякие бабушки швейцарские. Будешь ехать, блин, Женеву. 2 часа проезжать. Опа. Поехали. Опа. Зашибись. Заправиться надо где-то по дороге будет. Во Франции. Все, давай. Давайте. Фу. Напишешь, как это самое? Да, да, я там группу напишу. Я буду за ютубом следить. Окей. Хорошо, давай, давай, пока. Заезжай. Да, туда, туда. Да, все. Пока. Спасибо, что заехал. Заезжай ты к нам. Ага. То есть все-таки было туда. Надо, наверное, заехать заправиться прямо сейчас, потому что бенза не так много. А перепады высоты, походу, будут давать о себе знать. При выезде на повороте немного подзаглох, и потом как-то не очень ровно работал двигатель. Но по мере прогревания, в общем, он выровнялся и пришел в норму. Похоже, приходило время чистки инжектора, так как воздушный фильтр у него из губки для пропитки маслом, ну что в принципе и ничего, потому что на красочах такие ставят. Но вот топливный просто сетчатый, а не бумажный, как обычно. Я пробовал ставить и бумажный, но с ним ему не хватает топливного потока, и он глохнет через какое-то время езды. И нужно так с несколько секунд, чтобы бензин просочился через фильтр в достаточном количестве. Покидаем Женеву по той же дороге, что и приехали. Напрягает, конечно, утренний трафик. Несмотря, конечно, на очень раннее время и то, что над Женевским озером только-только брызжет восход, приходится тащиться от светофора к светофору. В Швейцарии штрафы привязаны к зарплате, а не от и до, как обычно. Поэтому за одно и то же нарушение люди с разным уровнем дохода оплатят штраф в абсолютно разных суммах. Бывают случаи людей с большим достатком, которые покупают суперкары типа Ламбы там, или Феррари, делают пару заездов на сумму, превышающую стоимость этого суперкара, ну и вместо оплаты штрафа просто оставляют машину государству.
На сегодня план проскользнуть через Восточную Францию, посмотреть на маленькие французские деревушки и подобраться как можно ближе к Люксембургу. Но на ночь я все же хочу остаться во Франции, где хостел намного дешевле, чем в Люксембурге. Когда я прокладывал маршрут, Google ничего толкового из достопримечательностей по дороге не предложил. Были какие-то там английские садики, ну и тому подобное. Но эти английские садики я наблюдал в Англии в оригинале, поэтому смотреть на их французскую вариацию как бы не очень интересно. Так, ну это нормально. Которой не надо карточку сначала совать. Поехали. Ну, короче, полный заливаю, блин, не парюсь, там уже, не знаю, наверное, целый день практически. Оп, все равно как-то полетело, блин. Обидно, слушай. Hello? 9th, please. Yes. Yep. 17 and 60 centimes, please. Ticket you need? Fine, thank you. Have a Yep, nice day. thank you. Bye. Так, хорошо. Заправились. Закрываем оба кармана. Закрыты. Ну-ка, сейчас попробуем. Немножко медикаменты приподнять. Попробуем, как будет стрепотнуть чуть-чуть. Есть. Ставим обратно телефон. Ну, не хочет купаться. Отлично. Убрали подножку. Проверили, тут сумка закрыта. Проговорили, чтобы это, блин, зафиксировалось в памяти. Оп. Это 10 литров вошло. 10 литров. Да, на мотике, конечно, такой расход, что, в общем-то, ты особо не паришься по поводу заправляться здесь или во Франции, потому что разница, ну, блин, пару злотых будет, буквально 2 злотых. Вот это ехать на езде, не хватит, не хватит. Нет. Видишь, заправку заправляешься и едешь дальше. Визит к Лене был переломной частью путешествия, разделяющей его на дорогу из дома, ну и обратно домой. Несмотря на то, что по расстоянию половина пути еще не достигнута, но она уже довольно близка. Едем, любуемся восходом над Женевским озером, в то время как по дороге сюда ехали в закат. В общем, в очередной раз солнце в харю, а я шпарю. Где-нигде на проселочных дорогах бывают светофоры, но и они постоянно горят красным, пока к ним не приблизишься. Если при подъезде к светофору нет конфликта с другими светофорами на перекрестке, он тут же меняется на зеленый. Отъехав всего ничего от Женевы, жизнь уже не кипит в пробках, а только спокойно начинает просыпаться и появляться на дорогах.
Тротуары состоят из узеньких пешеходных тропинок. И вообще похоже на то, что здесь в основном передвигаются как минимум на велосипеде, но и не совсем не пешком. Сразу за аккуратной ухоженной деревушкой начинаются поля, а чуть дальше уже видны горы, которые отделяют нас от Франции. Впереди, при выезде из Швейцарии, меня ждал перевал, поэтому горная дорога будет радовать меня еще все утро. А что будет на французской стороне, узнаем, когда туда доедем. При подготовке к путешествию я особо не разглядывал спутниковых снимков, поэтому ожидаю какую-то более-менее равнинную местность. Опять же, я прокладывал дорогу по как можно более маленьким городишкам, так называемым backroads. Несмотря на то, что дорога выглядит как пошарпанная, клеенная и переклеенная, она сделана настолько ровно, что всех этих стыков и неровностей просто не ощущаешь, даже с убивающей на тот момент меня спиной. Вот она, игра света. Восходящее солнце покрасило весенние зеленые деревья в осеннюю листву, а в начале мая рано утром можно наблюдать октябрьский пейзаж. Не зря на украинском октябрь это желтый, ведь листва желтеет, логично, что нет. Так же, как сичень сечет ветром или квитень цветет. В русском опять сперли западные наименования, иных догадок относительно этимологии этих названий у меня нет. Ведь это прямо содранный April или October, да и не только они. А тем временем мы уже внезапно карабкаемся на те самые горы, которые только мгновение назад были у нас впереди на расстоянии вытянутой руки. Горный серпантин приносит уйму удовольствия от езды. Сегодня не так холодно и не жарко, как раз в самый раз. Машин немного, склон не настолько резкий, чтобы Бартку не хватало мощности, и он себе спокойненько карабкается на третьей передаче. Да, на третьей, не сравнить с заездом в австрийских Альпах на первой. В попутном направлении никто не едет, зато на встречке машин много. Это французы едут в Швейцарию на работу. В связи с налоговой политикой многие работники выбирают не только соседний кантон для проживания, но даже очень часто и соседнюю страну. Так, например, работающие в Женеве очень часто выбирают жить во Франции, которую и так видно из окна Лениной квартиры. Да и туда вообще идет трамвайчик, если не ошибаюсь, около 15-20 минут от него. Вот и получается, что, выбирая жизнь в приграничной Франции, добавляя 20-30 минут на доезд на работу, и с нее удается экономить очень большие суммы на налогах. Разница в коммуналке, в ценах в магазинах, да и прочих расходах. Больше всего в Восточной Франции напрягала сложность с поиском на картах парфюмерного магазина, так как я хотел привезти из путешествия духи прямиком из Франции для жены. Или Google в Восточной Франции не особо любит отмечать бизнес на картах, или же по маршруту действительно ждут настолько провинциальные места, что парфюмерные магазины им просто не нужны. Кто его знает.
Что-то немного подзатянутое небо, которое объявилось несколько минут назад, затягивается с очень большой скоростью прямо на глазах и начинает темнеть. Ой, не нравится мне это событие. Помнится, в Германии тоже разделительная полоса между сухой погодой и ливнем оказалась прямо за поворотом. Да и дорога что-то имеет очень влажные следы, но так близко к обочине. А вот и граница Швейцарии и Франции. На всякий случай, чтобы сильно не переостыть. Вверх одену. Угу. Вот ты как, да? Фух. Вниз одевать не буду, а вверх одену. Потому что тут реально холодно, аж пальцы начали подмерзать. Непонятная высота. Сейчас, кстати, глянем, переключился. О, переключился, отлично. Включаем этот. Включаем этот. Пошел интернет. Витай во Франции! Ей! Глянем, что там у меня осталось. Кэш есть, замечательно. Вот она, Уния Европейская с поворотом. Так. Хорошо. Одеваем вверх и тулим дальше. Тут аж пар изо рта идет. Что говорить, пар вон. Этот весь закефиренный в инее окно. И там что-то вообще как-то противно выглядит. Не нравится мне это. Не нравится. Вообще ни разу не нравится. Как оно там выглядит. Текст. Еще у меня был план перетыкнуть этот. Ой, нет. Перетыкнуть аптечку. Потому что она не дает мазать. Хотя если ее немножко туда скукожить, то может будет лучше. Окей. Накидываем курточку. Что тут? Вроде держится. Как бы вот стоишь, в общем-то, нормально. Да-да-да, сейчас повернем. Кстати, у тебя оно не выключалось. Замечательно. Так, это застегнуто. Зачехляемся и становимся, в принципе, непробиваемые для ветра, а ветер больше всего в этих условиях
сейчас напрягает. Шевелит что-то там. Тикс. Тикс. И вторая рука. Тикс. Тикс. Крайне надеюсь, что там это просто heavy clouds. Потому что если там rain, то это противно. Низ доставать, одевать. Вообще не алё. Так, и давай глянем, что тут. Что ты по маслу говоришь, а? По маслу ты говоришь, что все окей. Отлично. Замечательно. Опа! Ну чё? Поехали дальше. Так и не глянул, на какой высоте, ладно. Спускаемся во Францию, и цвет асфальта показывает, насколько сильно и резко могут изменяться погодные условия, просто из-за того, что ты переехал перевал. Тут тебе и туманная дымка, и не просохший асфальт, и все это только от того, что восходящее солнце не может сюда проникнуть из-за горной вершины. Моя штука, про которую я вспомнил, прямо выехав с той парковки. Села батарейка. Прямо на офигенном видео там за поворотом. Но замечательный факт тот, что это было прямо за поворотом, и, соответственно, мы не теряем вот этот вид. Но, как бы, факт остается фактом. Как бы, такое. Ставим батарейку на зарядку. Суем пауэрбанк на его место. Давай. Он тут отлично вообще себя чувствует. Неожиданно нашел свое место в жизни. Закидываем батарейки. Одна заряженная, вторая разряженная заряжается. И едем дальше. Так. Самое обидное, что только же останавливался. Вот это вот отдел дождевик. Вверх только. Но в разы теплее стало сразу в разы. Вот. Но пошла дорога вниз, и, в общем-то, само по себе стало теплее. Ну, посмотрим. Конечно, еще неплохо было бы отлить. Не боюсь, французы не поймут. Как я могу им так их прекрасный вид портить? Так, есть. Залазим на мотик. Опа. Ленина, конечно, эта мазюка просто бомба. Вообще спина себя замечательно чувствует. Спасибо, Леня, огромный. Ну что, Готовченко, поехали. И вот так вот над облаками и едем. Все перила подставили. Да. Блин. Все. Она только на одной ножке. Короче, надо новый спот искать. Да, разъем, конечно, от этих вибраций постоянных раздалбывается. О. Визор даже запотевает. Даже несмотря на этот, как его, на пенелов. То есть, получается то, что я там в Германии пенелов пару раз протер от капелек дождя. Он где-то там немножко отошел, это его надо переустанавливать. Я вот особо не хочу без дороги. Думаю, ладно, пусть так побудет. Между прочим, 8 утра. 8 утра.
Сейчас начинается вся вот эта кипишня в этих городишках. Так, есть. Заводимся. Пусть немножко поработает. А то человек иногда тупо вылезает. Если только завелся, чуть-чуть проехал, газ сбросил, он вылезает наглым образом. И вот сейчас этот чувак проедет, из-за него будет выезжать. А юго-восточная Франция хороша и самобытна. Насколько же резко меняется пейзаж со скал с горной рекой вдоль дороги на долины в пологих горах и обратно. Так, остановились отлить с прекрасным видом. Просто замечательно. Вон какие камни шикарные. Сейчас надо Тане какой-нибудь камушек найти. О, блин. В общем, вот так вот. Сейчас можно на ту горку наверх подняться и глянуть. Что там интересного есть? Что, стырить что хотели козлы, а? Или посмотреть, никто ли там не выпал? Тут как бы... Я не видел, кто там сидел в машине-то. Могут быть оба варианта. О. Не знаю, Тонюшка, понравятся тебе эти камушки или нет. Ну, как по мне, ничего так. Из того, что тут можно найти, они тут все плюс-минус такого плана. Ну, это большой сильно. Сейчас поставим геометку.
Отлично. Оп. Отлично. Что мы там оплатили? Интернет, коммуналку и что-то еще. И свет, наверное. Вот и замечательно. Вот и замечательно. Так, ну что, я остановился по-быстренькому зачехлиться. Найти еще пару камушек для Танюшки из Альп. Теперь у нее будет коллекция из камушков из австрийских Альп, из швейцарских Альп и из французских Альп. Вообще супер. Из Лихтенштейна разве что нету. Не помню, немецкие Альпы цеплял там камушки или нет, потому что это было после такого ливня, что было не до этого. В общем, вот так это выглядит. И едем дальше. Мы добрались в Арбуа. Это коммуна в департаменте Юра в регионе Бургундия-Франш-Конте на востоке Франции. Через город протекает река Куисанс, в которой есть несколько симпатичных улочек с древними домами. Город сосредоточен на аркадной центральной площади, где можно попробовать местные вина. И это родина Луи Пастера. Но все это счастье мы увидим только вскользь, проезжая через город, особо не углубляясь, и, к сожалению, без возможности попробовать эти самые кошерные вина. Положила маршрут через тот какой-то мелкий съезд. Там вообще оно выглядит так, что там типа в принципе ничего нету. Ну посмотрим. Ты серьезно? Подождите. Что-то как-то это выглядит палевно. Но нет, там через маленький кусочек я буду там. Ну давайте попробуем. Весьма интересное приключение, неожиданно. Типа детур с трассы. Прямо с парковки через лес. Это точно маги кусочек.
Главное не встретить там закрытые ворота. Ну, Google, конечно, удивил. Не, слушай, вообще нормальный вариант получился. Так, сейчас надо, чтобы немножко облетела эта грязь с колес. Высокие лежачие, и все пошкрябанные. Историческая справка по Арбуа. Замок Арбуа был возведен в 1270 году. Некоторые части его сохранились, выдержав снос замка, выполненный по приказу Людовика XIV. В 1678 году отрезок стены с бойницами, 3 круглые башни и квадратная башня Глориет. В 1834 году, когда в Леоне была провозглашена республика, город присоединился к восстанию против правительства, которое быстро послало войска из гренадеров, кавалерии и артиллерии для его подавления. Хотя и встречались такие живые домики, полностью затянутые плющом или виноградиком, или чем-то другим вьющимся и ползущим, но в воспоминаниях о том дне осталось только наконец-то теплый солнечный день, ярко-зеленые поля, вечно облупленный насекомыми визор и такие масенькие села с облезлыми домиками из кирпича, а кое-где, где были оштукатурены, то с этой самой потрескавшейся или же уже облупленной штукатуркой. Можно ли назвать это юго-восточным французским колоритом или нет? Думаю, вопрос риторический. Так, купил Таня ее парфюм, надеюсь, подойдет. Очень интересно, карточка не прошла приветовская, прямо, блин, шалом, приват. Пин-код не зашел, зашибись. Блин, ну ты серьезно? Into S-South, then turn left. Я тут крепеж, конечно, так себе получается. Офигенно остановились, ничего не скажешь. 2 раза ввел пин неправильно. Так, ну. Какой же тогда там, блин, правильный пин?
Google опять решил проложить маршрут через сверхмалые дороги, и я чуть не приехал к кому-то домой. Так, где-то я там во Франции, до границы с Люксембургом. Ух ты, сколько бороды отросло. До границы с Люксембургом осталось сколько? Ну покажи мне. А блин, давай уже. Не тот палец. Где-то в районе 140 километров. Вот этот переставил аптечку вот сюда наверх, с-под низу, потому что чуть-чуть ерзать не давало. Вот так лучше, тут уже совсем все мягко. Вот тут внизу. Короче, в таком конфиге попробуем. Ленина вот та штука вообще зарешала. Спина абсолютно не болит. Леня, спасибо огромное. Нога так, еле-еле там что-то ощущается, что подтягивает, но такое. В общем, план. Сейчас гляну на букинге, почем хостелы где-то там в Люксембурге, Бельгии. И есть шанс, что, наверное, даже сегодня проеду чуть дальше, чем планировал. И стану не на границе Люксембурга со стороны Франции, а может где-то со стороны Бельгии. Посмотрим. Если доеду вот до этой точки там, и мне не станет влом дальше. Ну вот как-то так. Может быть, внезапно, но я крайне сомневаюсь, там до Кефа еще 320 километров, я 300 проехал и прошло 13, прошло, сколько же прошло, 7 часов прошло. А мне это, да, если прямо до Кефа, то еще 400. 400. Не, это фигня. До Кефа я сегодня точно не доеду. Но есть шансы, что подъеду намного ближе, чем планировал. С этой импровизированной остановки, потому что... Вообще не планированной, потому что, как видно, там сейчас прямо крайне неудобное место. Чуть-чуть держим на оборотах, потому что что-то, блин, после... Он настолько не хочет уезжать из Женевы, что в Женеве заглох там буквально через чуть-чуть. И вот сейчас, как стояли в этом... Стояли до Хита, они выбирали тоже. Я только отъехал, на светофоре остановка.
и заглох. Так, хорошо. Значит, что тут я? 20 минут потерял, получается. Пока все сделаю. Короче, шансы уехать дальше сильно падают. Потому что необходимость тоже не сильно большая. Что, наверное, все-таки где-то во Франции там и останусь. Ой, на заправку надо заехать. Не знаю, надо было бы вернуться или так поехать. Ну да, так ерзать ездить. С перемещенной аптечкой вообще нормально все стало. Да, земля вообще желтая такая, глинистая. Я не знаю, как у них что-то выращивается. Вот это не похоже на дорогу, которой стоило бы ехать. Следы есть какие-то? Кто-то тут ехал? Ну, камни, конечно, жесть. Так, 600 метров по такой дороге. Ну ладно, поехали. Ух, нифига себе. Камень из-под переднего колеса прямо попал под ножку, на которой я стою. Короче, я не знаю, как это можно назвать дорогой. Почему Google его видит как дорогу, блин? Но в следующий раз я просто назад поеду. Просто осталось-то совсем ничего не осталось-то. Ужас. Блин, половину-то проехал. Что там? Точно ли там дорога есть? Или там такое же счастье? Пожалуй, надо разворачиваться, потому что что-то чем дальше, тем хуже. Надо его здесь как-то развернуть. Ну да, дорога, блин. Камень красивый, надо тайно собрать. Опа. Так, стоять. Вот такой булыжник еще там не возьмем. Фух. Тихо. Сейчас как бы тебя тут... Да что тебя хватать вообще? Блин, ну придумал себе приключения на ровном месте, да? Опа, опа. Так, подножка. Тебе камень какой-то нужен. Опа, опа. Так, ладно. Залезем. Опа, давай. Ага, залезай. Фу. Так. Снимаю с передачи.
Фу, аж согрелся. Ну что, поехали обратно. Надо стараться ехать по своим же следам. Вот таких новых. Не цепануть на такие опыты. Фу. Короче, Google, ты не прав. Тут дороги нету. На каком-то джипе, да. Возможно, она и есть. Блин, еду, еще высматриваю камни какие. Какой там покрасивее может остановиться, подобрать, блин. И что это такое? Вон на ту дорогу нам надо. Тихо. Сейчас надо остановиться, глянуть, не течет ли с него масло. Потому что только что там по низке прилетело хорошо. Фу. Вроде не течет. Замечательно. Фу, так, расстегиваемся, чтобы вот это сейчас испарина, блин, вышла. Короче, Google добавил приключения только что. Прямо на ровном месте, блин. Ну, по такой дороге, да, еще можно было ехать, но... Закроем хотя бы куртку. Вот. Дождевик. Немножко прикроем. Чтобы потом на ходу можно было его этот найти. Все. Потеряли на этом событии полчаса. Ленина мазюка, которую я уже не в первый раз вспоминаю за сегодня, это Перскиндол. Вообще лютейшая дичь, которая поставила меня на ноги, чтобы я мог вернуться из этого путешествия. Она прогревает поясницу прямо до позвоночника. Теперь без нее в мотопутешествие ни ногой. Сейчас будем с французской заправкой разбираться. Ай, блин. Надеюсь, она по тому же принципу, что и швейцарская работает. Так, ладно. Вот первое. Газоль. Бля, что такое Е10? Ага, Е5. Е10, Е5. Жесть. Ладно. Суем карточку. И только, наверное, не то. Ладно, это. 160 евро мне заблокировало, блин. Е5. Блин. А Е10 это 95. Серьезно? Мы въехали в Мартинье-ле-Жербонво, что примерно в 100 километрах от Метца, близ границы с Великим Герцогством Люксембург, так страна официально называется, ну и где я планировал остановиться на ночлег. Во времена галло-римского периода Мартиньи находились на известном транзитном маршруте, расположенном между этим самым Метцем, куда мы едем, и Лангремом. Мартинье-ле-Жербонво является сельским муниципалитетом, поскольку он относится к муниципалитетам с низкой или очень низкой плотностью населения. И он переживал свой рассвет в 1840-60-х годах, когда численность населения приближалась к 400 человек. Сейчас же, по данным за 2021 год, здесь проживает целых 113 человек. Несмотря на такую численность населения, населенный пункт выглядит достаточно ухоженным. По данным с 2014 года, общий операционный доход муниципалитета составляет 105 тысяч евро, а долг всего 1000 евро, или же целых 7 евро на жителя.
А это деревня Отревиль. Упоминается в 936 году как пристройка к церкви Хармонвиля. Она расположена на римской дороге из Лиона в Трир, построенной между 19 и 6 годами до нашей эры Марком Агриппой, зятем императора Августа. Да, вот таких вот переносных светофоров порой очень не хватает на участках с ремонтом дорог у нас. А особенно меня напрягает, что настолько логичное явление, как таймер, который повсеместно был еще лет 10, а то и больше назад имплементирован в Киеве, в Польше, да и много где в Европе встречается на удивление редко. Проезжая через городок, понимаешь, откуда взялся термин «французский балкон», который у нас используется для определения окна в пол, которое полностью открывается, как обычная балконная дверь. Проехав через весь город, я не заметил ни одного нормального балкона. В лучшем случае, кое-где были высокие окна, имевшие перила с решетками в их нижней части. Так, ну что, быстрый апдейт. Эту Францию я почти проехал, я уже так от Люксембурга нахожусь очень близко. Позвонил Кефу, постараюсь доехать сегодня до него. Зашибись, чувак, стал. Постараюсь сегодня до него доехать, где-то часам к 9-10. Ну и... К Люксембургу поближе и Франция менее обшарпанная, потому что со стороны Швейцарии и Германии она вообще просто в хлам. Обшарпанная, вся разваливается, все грязное, заброшенное, никому не нужное. Если не ошибся с городом при монтаже, то именно в этом городке находится замок Д'Елюар, который, если и был в плане путешествия, то категорически отменился в связи с наращиванием темпа и попыткой успеть проскочить перед надвигающимся с океана дождевым фронтом. Поэтому, как раньше говорил, принял решение за один день сделать 2 и проехать вот этот маршрут за сегодня. Конечно же, уже не отвлекаясь на достопримечательности. Ведь основная цель — доехать до Брюсселя, повидаться с Кефом и его семьей и умудриться отоспаться до завтрашней поездки по берегу океана до тети Зои в Голландии. Ай, простите, в Нидерландах. Вот каждый раз, как я себя поправляю, вспоминается вот этот вот мем, связанный с переименованием Голландии в Нидерланды. Да, приграничная к Люксембургу Франция хоть и невысока, всего-то 2-3-этажной постройки, но насколько же разительно отличается от юго-восточной. Но все же с балкончиками та же беда. Много где всего лишь высокие окна с перилами, чтобы не выпасть после вечерней бутылочки французского вина. Но кое-где уже даже встречаются балкончики, на которые можно выйти. О чудо! Пересекаем реку, и на той стороне нас встречает Нотр-Дам де что-то там. Но серьезно. Видимо, я поехал немного отклонившись от изначального маршрута, или же просто так и не удалось в гугловских картах наткнуться на этот собор, но я не имею ни малейшего понятия, где я сейчас нахожусь. Знаю только, что мы подкрадываемся к границе с Люксембургом. Уже очень часто встречаются люксембургские номера, но я в полной неизвестности, как далеко я от границы. До точки еще 76 километров, но это центр всей страны. Центр того самого великого герцогства. Хотя вереница машин на встречке очень напоминает ту, которая утром ехала из Франции на работу в Швейцарию. А это же весьма логично для тех, кто возвращается с работы в Люксембурге.
До Киева еще около 4 часов пути, что значит, что около 10 уже должен быть на месте. Выходит, сегодня я встречал рассвет в Женеве над одноименным озером, ну а закат уже буду встречать неподалеку от Брюсселя. Или, по крайней мере, так близко, как это только удастся. Вот я еду и пытаюсь понять, пропустил ли я границу, или я уже в Люксембурге, или еще нет. Машины, которые встречаются все дороже и дороже, французских номеров также практически не видно. А у зданий появляются балконы, прямо полноценные балконы. Что же это еще может быть? В общем, вследствие глубочайшего топографического анализа всех возвышенностей, физической карты франко-люксембургской границы, удалось определить наше текущее местоположение. Это Хесперанж. Разглядывая карту, можно легко спутать с районом Люксембурга, который вот город и столица того самого великого одноименного герцогства, а не его метрополия. Насколько плотно все эти городки поглощаются главным городом страны. Ладно, шучу. Понять, где мы находимся, удалось только по развалине древнего замка, которая мелькнула на видео. Ну а сама граница не имела даже никаких опознавательных знаков. На футаже я видел этот проезд, но так я его удалил по причине того, что там ничего интересного не происходило. Ну и влом было его опять искать. Вот, короче, фоточка из Google карт. Великое герцогство Люксембург граничит с Бельгией на севере, с Францией на западе и юге и с Германией на востоке, и вообще не имеет выхода к морю. Общая площадь Люксембурга составляет 2586,4 километра квадратных, что делает его вторым из самых маленьких суверенных государств в Евросоюзе после Мальты. По состоянию на 1 января 2022 года население Люксембурга составляло 645 тысяч человек с хвостиком. Из них 341 тысяча – это люксембуржцы и 304 тысячи – иммигранты. Со смертью Вильяма III в 1890 году Нидерланды остались без наследника мужского пола, так что Великое Герцогство перешло Адольфу, бывшему герцогу Нассау, а затем его сыну Вильяму, умершему в 1912 году. Они за годы правления мало интересовались вопросами управления государством. Зато Мария Аделаида, дочь того самого Вильяма, развела там бурную деятельность, что не было оценено населением. В годы Первой мировой войны Люксембург сохранял нейтралитет. Ну, как сохранял? Пытался. В 1914 году Германия его все же оккупировала. А Мария Аделаида особенно не протестовала. В самом начале 19-го власть в Люксембурге перешла к Республиканскому комитету общественного спасения, но была возвращена монархии с помощью французского гарнизона. Однако из-за этих событий по Версальскому миру Мария Аделаида была вынуждена отдать престол сестре Шарлотте, которая возведена на престол 9 января 19 года и на престоле продержалась до 1964 года. По итогам плебисцита 28 сентября 19 года большинство населения желало видеть Шарлотту на престоле. В 1940 году Германия второй раз оккупировала Люксембург. Правда, теперь правительство отказалось идти на компромисс с оккупантами, и поэтому весь двор был вынужден эмигрировать и жить в изгнании. В герцогстве были установлены традиционные нацистские порядки. Французский язык был ущемлен. Герцогство в декабре 1941 года вошло в состав нацистской Германии, и 12 тысяч человек получили повестки о мобилизации в вермахт. Из них 3000 доблестно уклонились от призыва, а примерно столько же погибло на Восточном фронте. В сентябре 1944 года произошло освобождение Люксембурга войсками стран антигитлеровской коалиции. В том же году Люксембург вошел в экономический союз с Бельгией и Нидерландами, организовался Бенилюкс, и со вступлением в НАТО в 1949 году Великое Герцогство Люксембург нарушило свой вековой военный нейтралитет.
И снова не обходится без пробки. Только на этот раз не на встречке. И нам в ней придется постоять. Так сказать, на встречке была пробка на ту сторону государства, а мы стоим в пробке на эту. Автобусы, кстати, ходят в маленькие городки-сателлиты столицы, что еще больше сливает их в одну большую городскую агломерацию. На все вкусненькие домики. Стоит приятнее, чем надо было. Но все же. О, вот сейчас в той заходе стану, переткну зарядку, проверю еще раз, куда я там еду. Может быть, эту точку можно убрать. Блядь, остановка чертова. Нужно останавливаться нельзя. Понятно. Не знаю, в Польше как бы это нормальная тема остановиться, потому что это остановка. А в Люксембурге черт его знает. О да, вот это кайф. Две огромные пробки сливаются в одну. Зачет. Оба этих закрыты и 10. Танкуемся по полной. Потому что в Люксембурге, как ни странно, бенз дешевый. В Бельгии дороже, а в Нидерландах вообще какой-то космос. Так. Поехали. Ну, ты знаешь, он может глохнуть, что это у них. Телефон с навигатором ладуется. Как я поехать всего 200 километров, всего полседьмого. Несмотря на очень маленькую площадь страны, это одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембурге располагаются многие организации ЕС. Благодаря выгодным условиям в офшорной зоне в столице размещены около 1000 инвестиционных фондов и более 200 банков, больше, чем в любом другом городе мира. 4-е место в мире по уровню доходов населения. В 2010 году это было почти $129 тысяч на человека.
10% ВВП страны формируется за счет добычи железной руды, производства стали и чугуна. Среди слабых сторон это огромный внешний долг. Доходы от услуг для международных партнеров составляют 65% ВВП, что делает страну очень чувствительной к изменениям в других странах. Страна также чувствительна к рецессии. Кризис 2008-2011 годов переживала очень тяжело. Основу экономики прежде всего составляет развитая сфера услуг, в том числе в финансовой области. Почти вся энергия, потребляемая в Люксембурге, импортируется, включая нефть, природный газ, каменный уголь. Банковское дело и финансовые услуги стали основным видом экономической деятельности, которые в 1995 году концентрировали 32% ВВП и 9% занятых. Люксембург – это один из финансовых центров Европы. В 1995-м здесь находилось представительство 220 иностранных банков, которые привлекали принятые в конце 70-х годов самый благоприятный въезд в законе о банковской деятельности, гарантирующий сохранение тайных вкладов. Как же я ошибался, когда говорил, что после выезда из города дальше ловить особо будет нечего. Это оказалась самая красивая и непередаваемая часть пути за сегодня, и вторая лучшая за все путешествие. Нескончаемый серпантин в зеленеющих после долгой зимы лесах. Солнце, пробивающее сквозь листву деревьев, которое начинает играть всеми красками зеленых, желтых оттенков. И целый день тепло, настолько, что я даже абсолютно забыл про спину. И вот мы врываемся в Бельгию, прямо посредине какого-то городишки, и, к счастью, задолго до заката. Жаль, конечно, что какое-то люксембургское насекомое решило совершить акт суицида прямо в объектив камеры. Так как я замечу, это очень не скоро.
дороге пару раз встречалась такая интересная разметка. Потом в конце я увидел знак, гласящий, что, оказывается, там был радар. Видимо, для борьбы с антирадарами используется просто оптический радар, и разметка помогает рассчитывать скорость передвижения транспортного средства. Бельгия встречала меня уже клонящимся к закату краснеющим и все меньше и меньше согревающим солнцем. Уже более холмистой, а не горной местностью и довольно мощным амбре удобрений с полей. На удивление, это амбре было намного мощнее, чем то, которое встречалось в Польше, и тем более в остальных странах, где его как-то маскируют более приятными ароматами. К слову сказать, абсолютно кошерное явство, которым меня почивал Кеф под Брюсселем, также имело это стойкое амбре при нем, несмотря на очень долгое время, проведенное в духовке. Сейчас, когда я монтирую это видео, я бы с удовольствием угостился бы этой печеной молодой картошечкой с сосисками и бельгийским пивом. Ведь только от воспоминаний о них и том самом бельгийском колорите уже текут слюнки. Вообще, я все чаще замечаю, что именно запахи имеют то самое свойство – возвращать тебя назад во времени. Будь то амбре удобрений, которым бельгийские фермеры обрабатывают картофельные плантации, возвращающие тебя в тот самый момент, когда ты, уже начинающий подмерзать от холодного ветра в лицо, гонишь изо всех сил на запад, пытаясь отыграть хоть пару каких-то километров под еле-еле греющим тебя солнечными лучами. И как только они скроются за горизонтом, останется только этот самый ветер, и холод начнет тебя одолевать все сильнее. Или же просто запах мокрой древесины в соседнем резервате природы, который мигом возвращает тебя в то время, когда тебе было лет так 12-13, и ты открывал новые неизвестные схроны у бабушки в сарае, пока она была на огороде. Или же разогретая в микроволновке жареная камбала, которая открывает портал в сарай с Борькой у тети Зины, который по своей профессии вообще был мощным хряком, обитающим по соседству с небольшой кроличьей фермой в 1,5 десятка голов в конце 90-х. И такие моменты можно перечислять до бесконечности. Главное – это тот самый уникальный редкий запах, который способен в одно мгновение остановить время и перенести тебя в тот самый момент, когда ты ощутил его впервые. И, возможно, больше в том же самом месте не ощутишь его никогда. Последние километры опять доезжаем уже в свете фар и уличных фонарей. В отличие от перегона до Лени в Женеву, за сегодня я сделал 2-дневный план, а не 3-дневный. Но и ехал я на северо-запад, и последние пару часов ощутимо холодало, прямо по минутам, а не по часам. В то время как по пути в Женеву ехалось на юго-запад, и после спуска с австрийских Альп только теплело. Так, ну что, добрался я до Кефа. 22:05. Офигенно, рассвет в Женеве, а закат недалеко от Брюсселя. Ну что-то Бельгия, блин, холодная, капец просто. Ладно, сейчас буду Кефа набирать, искать, где тут запарковаться.